молодой и активный геймер, можно сказать, будущий киберспортсмен, да? Да вот только вы сливаете катку за каткой. Должен вам сказать, что мы знаем, в чем ваша проблема. Это дело не в тиммейтах и не в ваших кривых руках. Все из-за того, что у вас нету дорогого ножа. Ведь залог успеха в том, чтобы слить мамкину зарплату на текстурку. Да, вот этот подойдет отлично. Вместе с ним ты получишь силу бурундука, ловкость гиппопотама и ум страуса. Так чего же ты ждешь? Невозможно за деньги купить навык. Его можно только заработать честным и тяжелым трудом. Выковать, как хороший клинок. Собственно, к чему был весь этот пафос? Сегодня мы запускаем наш новый пилотный проект, и находимся мы в кузнице Вёлунда. Рядом со мной стоит Антон, и это царь и бог этой кузницы. Здравствуй, Антон. Здравствуй, можно просто руководитель кузницы. Мы с тобой сегодня сделаем нашу версию ножа, который ты так хотел купить. А с чего мы сегодня начнем? Как известно, залог успеха – это хороший план. Для начала нам нужно его представить. Сегодня мы с вами, как в лучших кулинарных шоу, попробуем приготовить такое интересное блюдо, как дамаск. Возьмем с вами разные сорта стали. В данном случае у нас будет участвовать ХВГ и У8. Это две прекрасных стальки, которые отлично друг с другом дружат, и у них разная плотность и коэффициент отражения света. После этого мы его протравим, и у нас получится интересный узор на клинке, который будет немножко напоминать древесину. Ну и нам понадобится немножко буры. Привет, Илья. Собственно, почему была выбрана именно такая сталь? Она действительно имеет свои преимущества. Сочетая свойства низко- и высокоуглеродистых сталей, можно нивелировать недостатки обеих. Высокоуглеродистые стали твердые, но ломкие. Низкоуглеродистые стали мягкие, пластичные, но не держат заточку. Так вот, объединяя свойства каждой из сталей, мы получаем пакет, который нивелирует свойства каждой из этих сталей, собственно, и образует своеобразный сэндвич. В итоге мы получаем довольно вкусный кусок. Но в нашем случае мы имеем дело с двумя высокоуглеродистыми сталями. Одна из них высоколегированная, поэтому наш выбор несет скорее эстетическую функцию. Ну и сейчас мы формируем пакет и прихватываем его сваркой. Мы сформировали пакет, приварили к нему рукоять для удобства работы, загрузили его в нашу газовую печь. Прогреваем его сейчас до температуры плавления буры, чуть выше. И, собственно, флюсуем, да, для того, чтобы флюс протек между слоями, удалил оттуда окалину и не дал доступа кислорода. Для того, чтобы произошло хорошее сваривание двух разных пластин материала и чтобы они между собой, ну, условно слиплись. Вы видите, как на поверхности расплавляется порошок, он становится жидким и протекает практически насквозь.
Ну а теперь самое интересное. Сейчас мы рубим пакет примерно пополам, отбивая пальцы. Из 6 пластин получится 12. И так будем продолжать примерно где-то там до 80 слоев доводить. Основная задача при первичном проваре — не допустить образования пузырей, которые у нас бура внутри, текучая, жидкая, ее может закрыть. Хорошо проваренный пакет должен пережить определенные, скажем так, стрессовые нагрузки, то есть ковку на торец, изгибание, возможно, торсирование, если необходимо. Плохой провар, он скроется в процессе работы, если мы плохо его проварили, или где-то у нас пузыри или еще что-то. Это все можно победить, но мы стремимся к максимальному качеству. То, что он разрубился, не развалившись, уже хороший знак. Итого у нас получилось 5 сварок пакета. Это у нас получается сколько там, 90 с копейками слоев, 96. Соответственно, сейчас я протащу пакет через полувалы на молоте для того, чтобы его протянуть и одновременно перебить наш прямослойный узор в некоторую такую волну, что позволит нам получить более интересный рисунок на пакете. Ну что, сварка пакета прошла успешно, он выдерживает ковку на торец. Вроде пузырей я не заметил, шлифовка покажет. В принципе, все прошло успешно, а ты можешь пока почистить горн. Ну что, мы в грубую перенесли форму клинка, и тебе сейчас его нужно опилить. Не вопрос, сейчас сделаем. Мы имеем клинок, осталось его зашлифовать и засверлить в нем отверстие. Мы с вами переместились в нашу шлифовальную комнату. Соответственно, здесь у нас стоят специальные станки под названием гриндер, он же ленточный шлифовальный станок. У нас есть грубая форма абриса клинка, порезанная моим коллегой. Я сейчас доведу ее до более точной формы, к которой мы стремимся. Так как здесь, не самая удачная, скажем так, форма клинка, мне приходится на колесе вытачивать вот этот вот радиус, да, до вершины. Здесь довольно много надо будет снять. Ну, собственно, получилась чуть более точная форма. Сейчас нужно разметить отверстия, в которых будут у нас 2 стопорных пенечка и 2 клепочки, для того, чтобы ручка работала и вращалась. Погнали сверлить. Каверза в том, что сейчас зажимает сверло в дамасском пакете. И в лучшем случае ломается сверло, в худшем у нас получается вот это вот мотыляние. Дело в том, что это охренительно старый 81-го года станок с охренительно новым мотором мощным, и он сверлильная резьба нарезанный
и их сняли с производства, потому что они оказались слишком мощные для своих задач. Просто я боюсь этого станка. Вот и все. Как там принято, не повторяйте этого дома, соблюдайте технику безопасности. Ну, приехали ко мне. Не хотит. Да, все получилось. Сейчас еще 2 отверстия, и все получится. Мы высверлили отверстие, и сейчас моя задача немножко снять толщину металла по обуху, потому что он достаточно толстый получился у нас. И я сейчас его утончаю и даю ему бегание по толщине кончика. Для того, чтобы начать формировать спуски. Я добился нужной мне толщины клинка и сейчас буду формировать спуск лезвия. Я нанес немножечко краски из баллона, чтобы четче видеть границу снимаемого материала. Собственно, так постепенно мы, уменьшая угол атаки, да, нашей шкурочки, будем поднимать эту линию выше и выше, пока она не станет такой, как мы ее запланировали, или пока нам не понравится. Кузнечное мастерство учит нас не только тому, как придавать правильную форму металлу, но и важным жизненным принципам. Например, если любишь, отпусти. Но такие процессы, как отпуск, закалка и много чего интересного ждут вас в следующей серии. А также вы узнаете, как вы сможете выиграть этот клинок, который мы сделаем. Ждите следующую серию, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и жмакайте в колокольчик.